конце этого видео будет разыгран набор карточной игры в Гвинт из конкурса под прошлым видео. А в этом видео будет аналогичный конкурс, в котором вы можете выиграть вот такие футболки с моим фирменным дизайном. Условия в описании под видео. Я прошел первую часть Ведьмака и не пропустил ни одной коллекционной карточки. Кто играл, тут понял, о чем я. Прошел вторую часть и, помимо моей воли, в эту коллекцию попал даже суккуб. Ладно, проехали. Ведьмак 3. Игра Гвинт, которая оказалась интереснее карточек первой части и охотой на монстров и мамзелей из второй. К сожалению, четвертая часть Ведьмака до сих пор так и не вышла. Это побудило меня взять дело в свои руки и начать коллекционировать генералов Дикой Охоты. Коллекционировать не как в первой части, а сначала я сделал шлем Имлериха, затем шлем Карантира, а в этом видео вы увидите, как я сделал шлем самого Эредина. Приятного просмотра! Начинаю с прорисовки будущего шлема. Это помогает изучить форму, изгибы и размеры до начала работы с металлом. Я решил переосмыслить концепцию оригинального дизайна шлема. Корона будет сниматься, а забрало открываться. Почему я принял такое решение, расскажу в следующем видео. С помощью своего рисунка я сделал выкройку и вырезаю ее из стали марки 30 ГСА толщиной 2 мм. Выгибаю прессом будущий низ шлема, заменяю бойки на выпуклый и яму и формирую верхнюю часть. Пресс, конечно, сильный, но некоторые нюансы удобнее вытянуть руками. По ходу работы убираю гофры, которые пытаются образовываться на краях. Сделал себе приспособление из разрезанной трубы на ручной пресс. Такой способ облегчает закручивание в цилиндр. А учитывая, что у меня не просто плоский лист, а форма с выпуклостями, закручивать руками такое очень трудно. Края фиксирую с помощью сварки. Теперь от дальнейшей работы деталь не будет раскрывать и крутить. Начинаю работу на горячо. В таком состоянии сталь как пластилин, можно выгибать в сложные формы. Нагреваю кислородом и пропаном. Для листовой стали этот способ намного проще и быстрее, чем горн на углях или том же пропане. Нагрев происходит в локальной зоне, и остальная часть детали остается холодной. Во-первых, это сохраняет общую форму и не крутит от работы. Во-вторых, за холодную часть можно держаться руками. Обратите внимание, на какой лапе с полусферой я сейчас работаю. Это очень важная приспособа в мастерской по доспехам. Позволяет надеть шлем на нее и легко отработать участки, к которым без такой лапы не подобраться. Сверяю деталь со своим рисунком и делаю выкройку для верхушки шлема. Вырезаю ее из той же стали, что и первая деталь. 30 ГСА 2 мм. Это будет немного округлый конус, поэтому вначале я придаю небольшую выпуклость по всей плоскости. Рихтовку вместо меня делает отбойный молоток. Тоже очень важная приспособа в мастерской. Для изготовления доспехов от нее больше пользы, чем от пресса. Экономит реально больше времени. После рихтовки я немного подточил края, чтобы детали четко сходились, и делаю прихватки по периметру.
Теперь я устраняю угловатость формы. В такой сборке это проще и быстрее, чем пытаться отдельные детали сделать идеальными и потом сваривать. Выправив форму, приступаю к основному провариванию. После этого убираю сварку каменным кругом и лепестковым и окончательно убираю любые намеки на то, что в этом месте не цельный купол, а сварено две детали. Получается вот такой обычный бацинет. Да, база для шлема короля дикой охоты вполне себе обычный европейский шлем 15 века. Правда, он будет иметь вырез почти как на барбютах, это тоже шлемы 15 века. Теперь приступаю к работе над забралом. Переношу основные линии личины на шлем, чтобы понять, какой должна быть выкройка. И с помощью монтажной магии превращаю обычную бумагу в 30 ГСА 2 мм и рисую линии черепа. Я пытаюсь учитывать, что по краям часть личины изогнута и выкройка будет шире рисунка. Вначале я делаю легкую выкладку на холодно, придавая основную выпуклость, но большую часть работы можно сделать только с нагретой сталью. Почему-то на этом моменте вместо устрашающей маски моя деталь больше похожа на зверька из мультика «Дом совы». Но молотком и огнем я это исправлю. Да, я 30-летний мужик, и я смотрю мультики. Все, живите с этим. И ставьте лайк, если тоже так делаете. Брови я сначала намечаю на холодно, ведь от нагрева пропадает разметка. Получив черновые брови и нос, я делаю глазные впадины. На этом этапе я повторно рисую основные линии и обрезаю лишнее с личины. Теперь можно детальнее проработать все выступы и углубления. За кадром я примеряю личину к куполу и держу ее в такой форме, чтобы она подходила к шлему. И я удостоверился, что глазницы находятся ровно напротив нарисованных на шлеме, и вырезаю их болгаркой. Теперь мне нужно зафиксировать забрало на куполе. Для этого делаю отверстия в боковых отростках. Фиксирую забрало с помощью болтов. Теперь видно, что рога и другие части плохо подогнаны к шлему. И чтобы это исправить, привариваю забрало в тех местах, которые прикасаются, и начинаю на горячо ложить все, что не лежит. Снимаю сварку и отсоединяю забрало, которое теперь в точности повторяет купол. Это нижняя часть личины, из которой выходят зубы. Заранее набиваю десна, предварительно изучив, как это выглядит на оригинале, а также по анатомическим изображениям настоящих черепов. И знаете, делая такую работу, я чувствую, как понемногу обрастаю навыками художника и скульптора. И понимаю, почему для рисования людей так много уделяется знаниям структуры скелета и мышц. Обработав десна, я формирую носовую впадину, придавая больше реалистичности черепу. Это пластина толщиной 3 мм. Размечаю будущие зубы маркером и вывожу рельеф болгаркой. И факт, который вы могли не знать.
По вселенной Ведьмака эльфы не имели клыков, в отличие от людей. Ну, такие маленькие клыки. На личине шлема тоже нет клыков, хотя для устрашения жалких тхоина, ну, в смысле людишек, можно было бы сделать маску с клыками. И я даже пробовал так нарисовать, но тогда дизайн начинал попахивать всякими сопливыми вампирами, поэтому в этом моменте я не отклонялся от оригинала. И зубы привариваю электросваркой. В некоторых местах десна и зубы не касаются друг друга, поэтому эти щели исправляю, прибивая друг к другу на горячо. Очищаю стальной щеткой от окалины, и теперь можно полюбоваться на результат. По-моему, зубы зашибись. Мечта каждого пенсионера. Хрен сломаешь, да еще и внучков можно по ночам закошмарить. Все, я знаю, как буду дорогонить в старческом маразме. И подписывайтесь, чтобы не пропустить. На этом этапе делаю отжиг стали. Для этого ставлю шлем в печку и нагреваю до 800 градусов и оставляю остывать на ночь. При медленном остывании в стали исчезают наклепы и напряжения, которые образовались от чеканки и сварки. Если этого не сделать, металл может треснуть от дальнейшей работы или после закалки. А когда я делал шлем Карантира, то отжиг сделал поздно, и у меня немного потрескались глазницы при вырубке зубилом. Сейчас я также вырубываю глазницы, и металл очень мягкий и тягучий, не трескается. После зубила край нужно обработать надфилем, и тут тоже позитивное влияние оказывает отжиг. Снимается легче и приятнее. Край глазницы отгибаю наружу. С точки зрения защиты от колющего удара, есть шанс, что такой бортик удержит острие, если пойдет вскользь личины. Но, конечно, не спасет, если удар придет четко в пустоту глазницы. Тут как бы мои полномочия все. Наступил этап изготовления короны. Рисую будущий обруч, к которому будут закреплены зубцы. Тут я отхожу от оригинала и добавляю изменения, которые позволят этот шлем использовать в бугурте. Корона будет сделана из ST3 толщиной в 2,5 мм. И как я говорил, она будет съемной. И кстати, болгаркой легко резать прямые линии и сложно полукруглые. Легче это сделать, если отрезной диск не новый, а уже сточенный, то есть меньшим диаметром. Берите себе на заметку и всегда после нарезки снимайте заусеницы. Они особо опасны с нижнего края. Прикладываю обруч уже знакомой вам техникой. Закрепил центр и боковые части на болты и на горячо прибиваю к шлему. Очень простой и действенный способ. Теперь обруч идеально повторяет форму купола и забрала с рогами. Ставьте лайк, если никогда не делали доспехи, но уже знаете, как и чем нужно делать шлемы. Нарезал детали для зубцов короны. Это тоже сталь 3 толщиной 2,5 мм. В специальной приспособе на горячо сгибаю по центру и делаю грубую форму всем пластинам. Получается 2 нагрева на одну штуку. Можно было бы продавить на прессе, но я хотел получить характерную поверхность для горячей ковки. После шлифовки ее будет хорошо видно. А на зубиле я поправляю ребро. Делаю ровным, четким, ну и создаю поверхность пакованного изделия. Получился первый рог. Осталось еще 8 штук.
Теперь все зубцы нужно приварить к обручу. В этом мне помогает специальный сварочный магнит. Сложность в том, что я не хочу проваривать снаружи, чтобы потом не счищать сварочный шов. А внутри нету места банально залезть соплом сварочника. Но как-то мне удалось слепить все это вместе. Там полноценной сваркой ты даже не назовешь. Но корона — это не боевая часть, поэтому тут нет необходимости выдерживать удары. Места, которые не легли идеально на обруч, прибиваю с нагревом. На этом этапе можно было бы и остановиться. Основные элементы есть и довольно узнаваемый артефакт. Но я хочу получить не просто паковку уровня сельской кузницы, а эстетичный шлем, который очень близок к оригиналу и при этом который исправляет его недостатки. В прошлом видео я спрашивал вас, как бы вы отнеслись к боям в фэнтези-доспехах, и вы написали, что вам очень нравится эта идея. Я уже давно общаюсь на эту тему с бойцами, и большинство поддерживает эту мысль. Некоторые уже прям загорелись этой темой. Останавливает лишь одно. Сейчас не проводятся турниры и фестивали фэнтези направления с боями на стальном оружии. Но, думаю, теперь это дело времени. Кстати, я планирую продолжить делать остальные детали доспеха Дикой Охоты с переосмыслением на практическое применение. Отчасти потому, что вы много об этом писали, да и мне самому это интересно сделать. Поэтому не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И возвращаемся к нашему шлему. В нижней части есть какие-то черные кружки, полоски. Подозреваю, что дизайнеры игры имели в виду отверстия и разрезы, которые формируют край шлема в виде своеобразных чешуек. Ну, в целом прикольно. Но я сделаю этот рисунок с помощью чеканки. Так я не потеряю монолитности материала и буду соответствовать оригиналу. Если сделать такие разрезы и отверстия, этот шлем сразу перестанет быть пригодным для боев. Низ шлема просто погнут и разломают ударами. Кстати, канавки, которые я сейчас набиваю, очень похожи на ребра максимилиановских доспехов, только наоборот. В них эти ребра были наружу, а у меня внутрь. Керню места отверстий, куда приклепаются ремешки, и кожа для пришивания подшлемника. Оцените кадры с камеры GoPro, которую я приспособил для макросъемки. Это немножечко противоестественно для GoPro, если что. Завариваю все стыки деталей изнутри. По сути, форма шлема полностью готова и работа идет к финалу. А это деталь подбородка. Да, там, где в шлеме пустота вместо подбородка, будет опасное отверстие, через которое вам проломят зубы в бугурте. Как и сверху, снизу тоже будут зубы. Формирую десна нижней части так же, как и на верхней. Сначала набиваю на холодно, а потом на горячо. Ну и привариваю тоже с помощью магнита. Подбородок будет съемным. Фиксировать к шлему буду с помощью болтов. Теперь ставлю шлем в печку и нагреваю до 830 градусов.
Закалку произвожу на воду, потому что это марка 30 ГСА. Именно поэтому на воду, а не на масло. После закалки обязательно делаю отпуск при 270 градусах. Выдерживаю полчаса и сразу опускаю в воду. Теперь разбираю всю конструкцию новой болгаркой в новых перчатках от компании Intertool. И спасибо им за помощь в развитии канала. Кстати, болгарка с переключением скоростей и компактным размером. Очень удобно. После закалки вся поверхность шлема в окалине. И снаружи, и изнутри. Завел себе вот такой голтовочный барабан. Устройство похожее на бетономешалку, но немного другое. Внутри мелкие камушки, которые в теории должны снять окалину шлема, когда барабан будет вращаться. Плотно закрываю и запускаю в работу. К сожалению, все пошло не так гладко. Купол шлема из-за своего размера бился об ребра внутри барабана, поэтому я вынул его через час. Так он мог сильно поцарапаться. И как видите, окалина почти не пропала. Приходится снимать все болгаркой. А забрало я оставил крутиться дальше. Часа через 3 я достал, и его нужно было отмывать от грязи, которая образовывается при кручении барабана. Дело в том, что я добавил воды, и снимать окалину стало лучше, но появилась грязь. После очистки стало видно, что в некоторых местах поверхность очистилась, но в углублениях все равно черная. Прохожусь скотч-брайтом, чтобы очистить поверхность. Пока что голтовка меня не впечатлила, и думаю, что нужно поэкспериментировать еще. Продолжаю шлифовку уже на моторе и лепестковых кругах. После лепестка довожу до зеркального блеска войлоком и пастой Гои. Я долго думал, что бы вытравить на этом шлеме, но все мои идеи мне не нравились, выглядели как-то банально или не очень уместно. Поэтому я решил оторваться на детали, которая будет все равно не по канону. И уж тут я понаписываю все, что постеснялся на самом шлеме. И про Цири, за которой гонялась дикая охота, и почему она гонялась. И про жалких людишек, которых не любили эльфы, и про Геральта есть пару слов, которого, конечно же, не любят всадники дикой охоты. Этот похотливый возьмак их как-то серьезно обидел. И даже изобразил ястреба, символ и прозвище самого Эридина на языке единорогов. И, конечно, самый главный посыл для студии, создавшей игру Ведьмак. Да, киберпанк хорош, но не торт. Да, сняли сериал Ведьмак, но это откровенный мискастый провал по сюжету. Поэтому нам нужна 4-я часть Ведьмака. Все очень просто. Откладывайте все свои дела и просто пилите Ведьмак 4. Можете даже назвать его не Ведьмак 4, а как-нибудь еще. Но главное, чтобы это была та же вселенная и игра была сделана с душой, как Ведьмак 3. Ставьте лайк, если считаете так же. А на этом этапе работы над шлемом он уехал на Comic-Con Ukraine. Меня попросили дать шлемы дикой охоты для стенда, посвященного вселенной Ведьмака. Надеюсь, участникам понравилось. Кто хотел, мог даже сфотографироваться в шлеме. Да, у моих шлемов более насыщенная и интересная жизнь, чем у меня. И дело не только в Комиконе. Если так подумать, то мои шлемы действительно разъехались по всему миру и участвуют в чемпионатах, реконструкторских фестивалях и на интересных фотосессиях. Да, как же скучно я живу. Я из своего села особо никуда и не выезжаю. И даже не представляю, что бы я делал без аудитории, которая поддерживает мое творчество комментариями и остальными активностями. Спасибо вам. Шлем вернулся в мастерскую, и я продолжил работу. Осталась финальная сборка. Для этого я подготовил пружину с кнопкой. Это для фиксации забрала в закрытом положении. Пружина сделана из титана. Так не нужно морочиться с закалкой самой пружины. А это подбородочные ремни. Они не дают шлему слететь с головы в бою. Вот кожаные полосы для пришивания подшлемника. Так смягчение фиксируется в нужных местах и не сползает. Вот болты в виде шипов. С их помощью будет прикручиваться защита подбородка. А эту деталь я сделал за кадром. Такой элемент доспеха называется рондель. И она будет защелкивать корону. А вот забрала с защитой подбородка.
корона, как я и говорил, будет съемной и фиксироваться на шлеме с помощью рандели. Ну и конечно же сам купол. В нем заранее насверлены все отверстия для приклепывания остальных деталей. Сейчас он напоминает шлемы из «Властелина колец» или шлемы пехотинцев из «Варкрафта». И на этом этапе я понял, что хочу сделать. За Лордерон! За Альянс! Да свершится правосудие! Свет дает мне силы! За Орду! Опять работать? Все, меня немного попустило, и я могу дальше доделывать шлем. Это прям финальный этап работ. Расклепываю заклепки для фиксации забрала. Делаю это изнутри, а красивая полукруглая шляпка лежит в полукруглой ямке на шпираке. Подшлемник и тестирование шлема на удар я сделаю в следующем видео. Это будет разговорный формат, как видео после ковки карантира. Расскажу про плюсы и минусы шлема Эридина, как игрового варианта, так и того, что я сделал. Проверяю, как закрывается забрало, как сидит корона и монтирую вставную челюсть. Ну и куда же без красивых кадров на поворотном столике. Кстати, как сделать такой столик, вы можете узнать на канале True Roots, ссылка в описании. А сейчас я пересобираю шлем в турнирный формат. Там корона будет только мешать, а челюсть нужно защитить. Так совпало, что я смог сделать фотосессию этого шлема вместе с полным латником в готическом стиле. Выглядит, по-моему, просто бомбезно. А еще я получил в подарок меч Даэдра от канала FunLab 3D. Автор делает своими руками пластиковые копии игровых артефактов. Рекомендую посмотреть. На этом моменте хочу поблагодарить патронов канала. Вы серьезно помогли в приобретении камеры GoPro и других вещей для улучшения видео. Спасибо вам огромное. Вы делаете этот канал лучше. И, конечно же, спасибо за лайки и комментарии. В следующем видео, которое выйдет примерно через неделю, будет разыграна футболка вот с таким дизайном. Случайным образом будет выбран автор комментария со словом «Эридин». Условия конкурса в описании под видео. Знакомьтесь, это Оксана. Она будет помогать делать розыгрыш. Потому что сам я такого не делал и делать не умею. Итак, у нас есть две колоды на подарок. Колода Ведьмаков и колода Туцента. И также 5 колод карт, также поле и, в общем, вся игра готовая. Случайный комментарий со словом «Гвинт». Нажимай. Победитель. Но слово «Гвинт» тут нету. Черт. Давай следующего. Самое интересное, что встречалось мне за последний месяц. Ну, спасибо, конечно, но черт побери, слово «Гвинта». Егор. Давай следующего. Лучше бы вместо боя с Дикой Охотой Геральт сыграл с ними в Гвинт. Была бы интересная концовка игры. Депутат ЮА. Имейла нету. Ну все, мы не свяжемся. Значит, давай следующего. Ребята, я думал, все очень просто. Написал комментарий, оставил почту, выиграл Гвинт. Огдель, Гвинт. А ну-ка. О канале. О! Огдель, Беларусь. Так, а подписан ли ты, парниша, на канал? Подожди, каналы нужны. Да, каналы. Есть! Поздравляю! Минут 10 я искал человека, который написал комментарий, оставил имейл и был подписан на канал, и я тебя нашел. Все, жди имейл от меня. Хорошо, с этим мы разобрались. Теперь второй приз на 2 колоды. Причем колода Туцента и колода Ведьмаков. И условие, чтобы выиграть этот маленький подарок, это больше всего лайков под комментарием. Кто у нас больше всего отлайкался? Насколько я понимаю, Михаил Спорышник. Пошла движуха, шлем Эридина и доспех Дикой Охоты. Да, намек я понял, нужно делать полный доспех Дикой Охоты. Хорошо, буду делать, но не скоро и не быстро, но буду делать. Нам нужен твой имейл. А ну-ка, открывай его. Михаил Спорышник. О канале. Нет. Так, Михаил, значит, твоя задача написать имейл там же в комментариях, под своим комментарием, и мы тебе напишем и отправим в подарок 2 колоды карт Ведьмаков и Туцента. Ага, еще и подписан на нас.
Правильно, потому что так бы ничего не выиграл. Must die, you must die, elves must die, hobbits must die, witcher must die, giants must die, body must die, oh world is mine. You must die, fucking blood, you must die, succumblat, you must die, fucking bastards, welcome to come. It's my world, fucking coin, it's my world, you die, it's my world, fucking bastards, I'm wild hunt.